В связи с новой теорией кровообращения я хотел бы обратить внимание на то, что и заряженная электрически отрицательным зарядом кровь, где эритроциты получают заряд в легких, и питательные вещества, и лимфоциты, которые имеют огромную, так сказать, жизненную способность, поскольку они окончательно выросли в области селезенки. Все это под давлением диафрагмы и межреберных мышц, за счет того, что легкие как губка сжимаются, под давлением эта красная энергетически богатая кровь проходит через желудочек, левый и левое предсердие и выходит из сердца и дальше распространяется ко всем клеткам человеческого тела, неся электрическую энергию эритроцитов, питательные вещества и лимфоциты для поддержания большого иммунитета. Таким образом, вот эта кровь попадает ко всем клеткам тела. При вдохе обратная картина. Диафрагма опускается, расширяются межреберные мышцы, в легкие входит около 4 литров воздуха. И если делать вот это с сопротивлением, то одновременно с воздухом в легкие, в капилляры, которые находятся на поверхности альвеол, вот наподобие моих пальцев, внутри воздух, а на поверхности кровеносные капилляры. Сюда во время вдоха, поскольку в легких разрежение, поступает около литра венозной крови, которая уже получила питательные вещества, пройдя через печень. Кроме того, получила свежие лимфоциты за счет доращивания, в селезенке. И затем, следующий этап – новый вдох. Снова поднимается диафрагма, снова сжимаются межреберные мышцы, как губка сжимаются легкие, из них снова идет и заряженная, и питательными веществами богатая, и также лимфоцитами кровь снова идет к клеткам. Таким образом, по этой восьмерке по кругу бесконечно движется кровь. Сердце находится в середине этой восьмерки, не пересекаясь. Аорта проходит вверх, не аорта, даже сказал, сосуды высокого давления проходят вверх, выходят через аорту, сосуды низкого давления, синего цвета, в которых идет синяя бедная кровь, они идут в легкие снова на подзарядку. Вот так работает кровеносная система, так диафрагма и межреберные мышцы качают кровь, богатую при выдохе и втягивают в легкие бедную кровь при вдохе. И этот процесс и называется жизнью. То есть человек жив, пока у него движется диафрагма и работает грудная клетка, сжимая вот эту губку. Я всегда показываю людям губку, сжимаю ее, потом отпускаю в воде, она набирает жидкость в это, да? Это всем понятно. Когда вы ее выжимаете, из нее выходит и воздух, и жидкость. Давай это покажем сейчас. Я паузу нажму. Давай. Вот, мы сейчас с Колей покажем, как это работает. Вот да. Сейчас у меня в руках губка, в которой есть воздушные шарики, которые символизируют шарик альвеолы, а также есть каналы, которые характеризуют капилляры, да. в которых находится кровь. Если я сожму эту губку, воздух из нее полностью вышел. Затем я ее жидкость помещаю, и она впитывает жидкость. Вы видите, она напитала жидкостью. Но здесь впитался и воздух. То есть губка, легкие, они содержат и кровь, и воздух, который мы вдохнули. Дальше происходит выдох.
Диафрагма поднимается, сжимает эту губку, и из нее хлещет под давлением через сердце, а дальше в аорту кровь. Вот так работают легкие. Их правое и левое. Они работают вместе. Диафрагма поднимается, давит на легкие, и из них под давлением идет кровь через сердце. Это богатая, заряженная эритроцитами, имеющая много питательных веществ, кровь, а также получившая достаточное количество лимфоцитов для того, чтобы иммунная система была сильная. Ну вот, еще что я хочу сказать. Дыхание должно быть примерно такое. Я показываю вам вдох и выдох руками. Между руками находятся легкие и сердце. Значит, выдох. Диафрагма поднимается. Легкие сжатые. Дальше вдох. Легкие набрали 4 литра воздуха и литр венозной крови. Дальше все повторяется. Мы давим диафрагмой и межреберными мышцами на легкими. При этом нужно петь очень громко и сильно с сопротивлением какую-нибудь мантру ритмическую. Например, такую. Легкие сжимаются, и из них выходит кровь с повышенным содержанием питательных веществ, лимфоцитов и с большим зарядом эритроцитов. Вот что я вам хотел рассказать о новой теории кровообращения, которую я сделал буквально неделю назад. Сегодня 24, по-моему, да? 23 ноября 2017 год. Спасибо всем за внимание. Желаю разобраться. И еще хочу добавить под конец. Главными насосами в круге кровообращения являются диафрагма и межреберные мышцы. Сердце участвует только с тем, чтобы, создав необходимые вибрации, уменьшить сопротивление передвижению крови по многочисленным и длинным кровеносным сосудам. Эти вибрации необходимо дополнять направленным массажом. То есть нужно помочь диафрагме. Значит, при выдохе надо массировать, например, руку, когда я пою мантру, сверху вниз, от легких на периферию. Если это голова, то на выдохе нужно гнать туда заряженную кровь снизу вверх. А при вдохе в обратную сторону, вниз. Вниз мы отправляем венозную кровь на подзарядку. То есть нужно знать, в каком направлении при выдохе и вдохе делать массаж. Конкретно для Саши я показываю, например, как исцелить органы живота. При вдохе нужно оттуда убрать венозную кровь, и мы вот так двумя руками на вдох снизу вверх качаем венозную кровь. А при выдохе сверху вниз. Снова вдох. Например, для печени. Печень находится вот тут с правой стороны под ребрами. Значит, на вдохе. Да. Сейчас я покажу, как надо массировать печень при вдохе и выдохе, чтобы не противоречить направлению крови. Значит, при вдохе снизу вверх делаем вращательное движение. А при выдохе сверху вниз и вращаем 4 раза. Повторяю. И выдох. Таким образом, вы помогаете диафрагме выкачивать венозную кровь из органов, которые находятся ниже диафрагмы. Селезенку точно так же, как печень, только она находится вот с левой стороны. На вдох, значит, снизу вверх. Таким образом вы ускорите поступление лимфоцитов, значит, в кровеносную систему, улучшите свой иммунитет. Ну,
По-моему, достаточно я показал. Желаю всем разобраться.